Всем трейдерам огромный привет, с вами Аркадий Романович. Короткое видео для новичков, трейдеров, которые только-только начинают изучать теханализ. Сегодня я постараюсь провести вас по основным этапам работы с графиком, как когда-то это делал я. Сейчас у меня все происходит автоматически, но я вам покажу, как руками вы можете самостоятельно работать с графиком, используя только свечи, или бары, структуру рынка и ничего более. Итак, это фунт-доллар, daily график. Что мы здесь с вами видим? Мы видим с вами, что рынок обвалился. Я думаю, все вы, если торгуете пару фунт-доллар в курсе. Я не торгую фунт-доллар, я торгую только на минутки золото, NASDAQ, смотрю также на нефть и другие индексы. Для меня торговое время с 16 до 19 Москвы, но еще раз, весь такой же анализ, который сегодня вы увидите, можно применять на любом другом рынке и любом другом таймфрейме. Итак, что мы видим? Мы видим, рынок подходит к ключевой структуре. Это первое, что должно привлекать вас как трейдера вне зависимости от инструмента, таймфрейма, вашего опыта и так далее. То есть всегда смотрите по левую сторону. Вот сейчас цена торгуется в районе 1.14 по паре фунт-доллар. Если слева уровень, да или нет, это очень важно. Мы видим, что рынок после импульса скорректировался в зону 61,78,6% Фибоначчи. Если вы знакомы с этим инструментом, это отличный инструмент, чтобы торговать коррекции. Вот здесь в панели инструментов терминала мы видим рисование линии Фибоначчи. Мы возьмем последний максимум, последний минимум, то есть все это импульсное движение, мы видим, что рынок зашел в зону между 61 и 78,6. И когда мы определяем Фибоначчи, то мы смотрим на структуру слева. Есть ли напротив уровня Фибоначчи, в частности 78,6 или 61,8 уровень? Вот здесь ставим горизонтальную линию, уровня нет. Идем выше, 78,6. Мы видим предыдущую зону поддержки. Раз, два, три, 4 дня рынок топтался, попытался отскочить, бум, прорвали. Можно еще левее посмотреть, но я вам не рекомендую сильно далеко листать график, потому что одно из правил уровней поддержки и сопротивления — цена видит самые свежие, самые ближайшие уровни, которые по левую сторону. В данном случае ключевым уровнем для нас будет вот эта зона, где сейчас торгуется цена. Итак, мы определили стратегическое решение, это sell. Это не говорит о том, что рынок не может пройти вверх, улететь. Все может быть, мы этого не знаем, мы создаем случай для входа в рынок. И вы можете использовать мой подход, который подразумевает скопление нескольких условий, нескольких случаев, которые указывают в одну сторону. В данном случае мы рассматриваем sell, это будет первое условие, уровень чего? Сопротивления. Мы не будем говорить про Фибоначчи, назовем это просто уровень сопротивления, который мы определили с помощью Фибоначчи и с помощью структуры, посмотрев налево. Все, можно добавить сюда круглое значение, что цена крутится в районе 1.14 ровно, так и есть, сегодня мы как раз тестировали. Это все назовем SS1, сила сигнала номер 1, первое условие, то есть это зона sell. Теперь, чтобы нам принять решение, нам нужно перейти на более младший таймфрейм. Эта техника довольно популярна в контексте D1H4 или D1H1, то есть когда мы смотрим на старший, там определяем уровни, и потом принимаем решение на младшем. Перейдем на H4, посмотрим, что у нас здесь происходит в нашей зоне. Ключевой вопрос: видим ли мы здесь какие-то сигналы, которые указывают на то, что рынок готов развернуться от нашей зоны. Еще раз, мы видим структуру на 4-часовом графике. Раз, два, 3, 4. Если вы новенький, в идеале должно быть минимум 2 касания уровня, здесь более чем 2 касания. Соответственно, если мы получим здесь сигнал, какой сигнал? Какой сигнал разворота вы знаете? Или по-другому скажу, какой сигнал окончания движения? Как понять, какой сигнал? Изучите точки завершения движения. Рынок завершил движение здесь. Рынок завершил движение здесь. Рынок завершил движение здесь. Что было на графике, что график вам нарисовал, прежде чем завершить движение и развернуться в обратную сторону? Это может быть как разворот против тренда, как здесь, так и по тренду, который мы сейчас рассматриваем. Я это называю окончание движения, чтобы не цепляться, скажем, к тренду, либо контртренду, просто окончание движения. Как выглядят точки
завершение движения. И здесь нам нужно описать те паттерны, те сигналы, которые мы чаще всего видим перед завершением движения. Уточнить эти паттерны. Например, один из сильнейших паттернов, который когда-либо я торговал, это слабая вершина. На часовом, точнее на 4-часовом графике я этот паттерн не вижу. Я могу перейти на более младший таймфрейм, часовой. И здесь я вижу на часовом графике, мы протестировали мою зону. Вот здесь, обратите внимание. Рынок среагировал, появился TCSL сигнал. Не буду сейчас погружаться в свои сигналы. Да, мы рассматриваем последовательность событий, да, именно синтакс. То есть, что должно быть первым условием? Уровень. Второе условие. Цена должна протестировать этот уровень. Третье условие. Мы хотим увидеть паттерн. И, как я говорил, один из сильнейших паттернов слабая вершина, либо любой другой паттерн, который вы нашли рабочим, да, который появляется на точках разворота. Если появится слабая вершина на часовике, потому что на часовике она появится раньше, чем, например, на 4-часовике. Более того, на 4-часовике может и не быть. Поэтому, если на часовике появится, то на правой стороне sell. Наши трейдеры, кто торгует swing, еще раз, день, 2, 3, 4 ваша сделка висит в течение недели. Соответственно, здесь будут продажи. Одно из правил для стоп-лоссов, тейк-профитов: стоп за препятствием, тейк-профит до препятствия. Что значит за препятствием? Значит за уровнем. В данной ситуации я смотрю налево, структуру вижу, соответственно, мой стоп за уровнем. Сколько за уровнем? Это могут быть разные подсчеты. Может быть стоп, например, за уровнем в каком-то количестве пунктов, в каком-то количестве ETR, либо просто вот мы определили уровень, чуть выше ставим свой стоп. Что касается тейков, тейк должен быть до препятствия, в данном случае до уровня. Вот здесь уровень, не ниже вот этого уровня. Почему? Потому что это первая зона, куда может прийти цена, да, с которой она может столкнуться. Даже мы видим вот здесь небольшую зону, полку сопротивления. Поэтому если, например, мы вот здесь продали, скажем, наш потенциал 200 пунктов, и мы можем здесь первый профит взять. То есть это самая-самая ближайшая структура, мы еще видим здесь, и ниже нее ничего нет. В общем, трейдеры, надеюсь, это видео было для вас полезным. Оно было немного интенсивным, быстрым, но я постарался за минимальное время поделиться с вами максимально полезной информацией. Если это так, и это соответствовало заявленному, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, подключайтесь ко мне в закрытый чат. Мы, кстати, обновили предложение на обучение торговли по сигналам системы Cluster Trader. Ссылка под этим видео будет тоже. Проходите, изучайте. Мы сделали максимально гибкими наши абонементы, чтобы вы могли выбрать удобный для своего кошелька и удобный по времени. Это месяц, 3 месяца и 1 год. Вы можете подписаться и пользоваться моими сигналами, моими правилами. Ну и, конечно, вокруг этого создавать свою собственную рутину, чтобы эти правила стали отправной точкой для вашего большого будущего, конечно же, успеха. Всего доброго, до связи, пока.